Я снова всех вас приветствую, меня зовут Александр, вы на канале Яхта на колесах. А мы тогда продолжим знакомиться с новыми моделями от завода Leica 2021 модельного года. Это Интеграл, опять же, Интеграл база Fiat Ducato. Двигатель может быть на выбор 140, 160, 180 сил. Объем — это уже новый Fiat Ducato. Это уже 22 год. Это уже совершенно новая модель. И здесь двигатель 2.1. А разбивка по мощности та же самая. 140, 160, 180. Ну что ж, пойдемте сначала внутрь, а потом посмотрим технические особенности этого автодома снаружи. Итак, заходим мы, конечно же, по ступеньке. Выдвигается. Дверь вы с вами видели, она типовая, с окном, ведерком, конечно же, будет антимоскитная сетка. Для обуви снова показываю вам ящик, вот он, есть, разулись и входим в дом. Что интересного, здесь, как вы сразу заметили, нет вот этой L-образной столовой группы, но стол, тем не менее, довольно-таки большой. Он может трансформироваться вот таким образом. То есть, если он вам не нужен, пока вы едете, ходите туда-сюда по автодому, вы его отодвинули и спокойно проходите в кабину и из кабины. Значит, здесь у нас могут передвигаться в кабине два человека, водитель плюс пассажир. Здесь также мы видим с вами ремень безопасности, но чтобы начать движение, нужно поставить сюда, убрать вот эти подушки и поставить сюда специальное кресло. Оно хранится в багажном отсеке. Здесь тоже мы видим с вами ремень, то есть 4 человека здесь передвигаются и живут. Кровать опускается, ну, не совсем просто, но я вам покажу. Сначала опускаем кресло вот таким образом, а потом нажимаем на фиксатор и опускаем кровать вниз. Забраться на нее можно либо наступив на эту сидушку справа, либо достав лесенку. Здесь есть как раз для нее держатели. Кровать очень большая, размеры посмотрите по ссылке в описании. Там есть освещение, есть USB-розетки. Ну, в принципе, конечно же, люк с антимоскитной сеткой и шторой. Очень удобно. Поспал, одним движением руки кровать убрал. Ничего заправлять не нужно. Итак, кухонный блок, пожалуйста. 3 конфорки, пьезоподжиг, есть мойка, довольно-таки глубокая, есть большое количество ящиков для кухонных принадлежностей, вытяжка, освещение рабочей поверхности стола. Давайте-ка я попробую зажечь свет. Нет, нужно нажать на клавишу сначала. Вот таким образом. Кстати, очень красивый пульт в этом году. Все, заработало. Включаем. О, все. Теперь красиво. Смотрите, несколько типов освещения. Даже вот днем, благодаря этим светодиодным лентам, становится как-то элегантнее и красивее. Значит, что я хочу еще добавить? Здесь двойной пол, то есть будет тепло. Здесь очень классная изоляция. То есть зимой можно кататься. Как у Картага, у премиальных автодомов, здесь также покрытие мягкое и на крыше, не просто плоский такой потолок, да, вот белый, а вот именно материал. Интеграл нам предлагает прекрасный обзор во время движения. Здесь вы, если присмотритесь, то обнаружите все новое, революционное, что предлагает сейчас Fiat Ducato. Что нужно отметить? У новой платформы будет аналогичный пакет ассистентов водителя, как Mercedes-Benz. Вот, то есть спустя 2 года Fiat Ducato нагоняет по технологиям Mercedes-Benz. Честно говоря, очень хочу попробовать, насколько хорош будет адаптивный круиз-контроль и вот эти ассистенты, которые вот помогают нам немножко расслабиться в дороге и не так уставать от нее. Так, в целом, функционально не особо поменялась приборная панель, но в некоторых модификациях уже полностью уходит аналоговое изображение стрелок, датчиков, то есть все будет полностью, панель будет ледовская, все будет отображаться уже совершенно по-другому, по-новому, по-современному. Значит, двигаемся дальше. Кухню мы с вами посмотрели, и дальше, наверное, холодильник, само собой, тут скажете, что его не было. Здесь полка для чего хотите.
Хотите посуду кухонную раскладывайте, хотите вещи. Значит, очень красивая, посмотрите-ка, душевая. Я бы сказал, что прям вот как в хорошем модном отеле, в современном таком. Она не супер большая, но если вот я попробую зайти сюда аккуратно, став на поддон, мне кажется, я здесь помещусь. Причем довольно-таки комфортно. То есть, посмотрю. Интересно попробовать всегда. Так, поместился, друзья, все в порядке. Не так, чтобы прям, знаете, отплясывать здесь, но помыться я здесь смогу. Вот. Есть, конечно, люди, ну, которым нужно побольше пространства, ну, так, в силу, да, обстоятельств. Вот. Мне достаточно. Значит, рост у меня 170 сантиметров, 175. Поэтому вполне все хорошо здесь. Итак, значит, следующая серия – это двери, которые закрывают спальню. Видите? То есть легли спать, закрылись. А тут вас ждет королевская кровать. С обеих сторон гардеробы. Здесь мы видим с вами лесенку, которую я обещал вам, да, для того, чтобы взбираться на переднюю кровать. Значит, тут ничего не поднимается, полностью изолирован багажник, который мы с вами увидим чуть позже. Ну, тут классика жанра. Подголовники, подушки лежат. Вот, коврик, судя по всему, в кабину. В изголовье фонарики. Также можно разложить какие-то вещи. Ну, то есть стандартная такая королевская кровать. Но немножко, я сейчас пытаюсь здесь протиснуться, ну, немножко тесновато. Вот здесь, если пытаться проходить. Но мне кажется, эта кровать как-то должна еще трансформироваться. Вот таким образом это делается. Вот. И теперь я могу сюда заходить спокойно. Видите, все, поправил ситуацию. Когда вы там вечером лежите, читаете книгу, можете зафиксировать кровать вот в этом положении, типа как софа. Все, друзья, мы с вами посмотрели, значит, основную спальню, душ, но не посмотрели туалетную комнату. Давайте-ка заглянем сюда тоже. Биотуалет, умывальник, шкафчик для всякой туалетной химии. Здесь с зазеркальными фасадами мы видим полки для умывальных принадлежностей, ваших щеток, паст, прочего, гелей для душа, крючок с логотипом лайка, можно повесить полотенце, тоже полотенцедержатель. Некоторые люди считают, что вот этот полотенцедержатель создан для толстых людей, которые не могут встать с туалета. Это неправда. Это полотенцесушитель. Вот. Закрываем дверь. Тут немножко вот я заметил такой небольшой дискомфорт, когда тебе нужно закрыть или открыть эту дверь, тебе нужно вставать обязательно вот на эту ступеньку куда-то. Вот. Ну, то есть вот такой, очень близко проходит она вот к этой зоне. Ну что ж, друзья, по-моему, неплохо. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть снаружи интересного. Вот небольшой лючок. Сюда интересно заглянуть, просто тут любопытно. Практически ничего, за исключением вот ниши, которая уходит глубоко, аж до самой стенки. Ну, наверное, какие-нибудь, знаете, эти детали от палатки, что-нибудь такое можно сюда будет спрятать. Так, значит, решетки холодильника и багажное отделение. Значит, вижу стикер 250 килограмм, максимальная загрузка, в принципе, неплохо. Тут мы с вами наблюдаем привычную картину освещения. Вот сидушки, которые я вам обещал показать, для того, чтобы пассажирам отправиться в путешествие с вами, их нужно отсюда достать и поставить на пассажирские сиденья туда. Вот здесь технические лючки, здесь мы обслуживаем водяной насос, а здесь ничего, просто можно положить какое-то имущество. Электрический клапан слива сточных вод, 220 розеточка. Так, это как раз свет. Ну, в принципе, и все, друзья. С противоположной стороны, как и прежде, мы с вами видим небольшую дверь. Но, тем не менее, хорошо, что она есть, во всяком случае. Все двери у лайки с доводчиками. Напомню, что это премиальный класс. По поводу стоимости и подробных технических характеристик, конечно же, лучше перейти по ссылке в описании к этому видео. Надеюсь, уже появятся эти машины у нас на сайте, ну или хотя бы какая-то базовая информация по ним будет ясна.
если вы хотите уже купить, допустим, эту модель, ну или заказать в производство, потому что сейчас очередь на заводе очень большая, и не так просто вот взять, прийти и купить понравившуюся модель. Надо порой ждать и год, а может быть и 2. Вот в наше время, к сожалению, дефицит очень серьезный. Пойдемте вокруг, посмотрим, что еще есть интересного. Значит, водительская дверь, вы поняли, да, что она здесь только с одной стороны. Лючок для заправки топлива и заправки AdBlue. Тут мы с вами видим выхлопное отверстие печи Трума. А здесь тоже небольшое пространство для каких-то, может быть, технических инструментов. И смотрим с вами, видите, тоже есть освещение. Удивительная штука. Вот в этом году они их сюда вставляли, эти фонарики. Так, газовый отсек на 2 баллона. Пожалуйста, ставим. Ставим 11-килограммовые баллоны, ну, либо 27-литровые, как вам удобно. Здесь биотуалет, 20 литров объем. Ну и, собственно, вот подключение 220 вольт. А здесь запас воды где-то на 120 литров. Ну, смотрите технические характеристики по ссылке в описании. Ну что ж, друзья, мы с вами вроде бы и коротко, и подробно довольно-таки познакомились с моделью. Я подсматриваю EcoVip 351 2DS. Сложная аббревиатура. Скорее всего, она говорит о том, что здесь вот необычная вот эта королевская кровать и сиденья для пассажиров, которые вот, собственно, достаются из багажника и приносятся в салон. Ну, плюс в том, что когда вы находитесь на стоянке, то есть автодом все-таки чаще всего стоит на отдыхе где-то, да, вы получаете удовольствие где-то там на море, и вам нужно, конечно же, более жилой такой, скажем, интерьер, нежели интерьер для передвижения. То есть большую часть времени вы в доме отдыхаете, стоите на месте, а не движетесь. Поэтому вот решили придумать такую концепцию со съемными креслами вот для пассажиров в гостиной. Ну что ж, по-моему, все. Смотрите ролики, у нас еще впереди несколько обзоров. Это канал «Яхта на колесах». Меня зовут Александр. До новых встреч. Пока.